С момента последней загрузки нормального ролика на этот канал прошло около 3000 дней. И раньше я свои ролики начинал со слов «Привет, страна, с вами Славон», то сейчас я буду, наверное, говорить «Всем привет, с вами Борисыч». И самый главный вопрос, почему же я все-таки со своей музыкой вернулся на YouTube, и почему я вообще вернулся, и что я собираюсь делать. Здесь можно рассказывать долго, но я постараюсь покороче. Во-первых, почему вернулся со своей музыкой? Ну, я не мог не вернуться, потому что музыка все продолжала писаться, она никуда не делась, она никуда не делась из меня, она никуда не делась из моей жизни, все новые треки все так же создаются, и ничего так же не меняется. Вот, и их как-то все так же куда-то нужно девать. Вот, я подумал, что неплохо было бы вот как раз через соцсети показать мои, так сказать, треки. Вот, и снова пройти через некоторый путь, через который я уже на самом деле проходил, регистрацию лейблов своего, в принципе, вот этого всего, и монетизация своего контента музыкального, и не только. Вот, а не только почему? Потому что, ну, я собираюсь также еще делать какие-то видео, шорты и так далее, то есть это будет видеоплощадка. То есть, как правило, для музыканта это, ну, достаточно интересные площадки, и TikTok, и Instagram, и тот же YouTube. А YouTube почему я здесь? А потому что, ну, площадка мне известная. На самом деле у меня есть еще канал на монетизации, еще интересные всякие другие проекты, не музыкальные, околонаучные, но этот канал у меня лежит просто с мультиязыками. Я думаю, что бы ему не лежать. Ну вот, вот он, этот идеальный товарищ, так сказать, кандидат с мультиязыками, который я решил использовать. Вот этот канал, который у меня когда-то был, когда-то 300 тысяч даже просмотров набрал, когда-то в 2012 году. Ух ты, отлично. Идеальный кандидат, мне кажется, для развития собственного бренда, при том, что он с моей музыкой, как с моей музыкой, и не только с музыкой, там я вообще там такую мешанину пытался устроить. У меня еще есть канал, который я устраивал мешанину по незнанию, да, но здесь, конечно, да. Здесь и про плоскую землю я говорю, и тут же и на гитаре играю. В общем, очень интересно. Вот, если даже так посмотреть, вот, я тут тестовый ролик забрасывал буквально накануне. Он 0 просмотров 2 дня назад. Вообще идеально. Так же, как идеально вот этот вот ролик собрал. Просто кайф. Ну, можно сказать, не собрал. Но я все-таки попробую что-нибудь из этого сделать. Думаю, что сознанием дела, так сказать, это можно сделать. Также, да, также и буду делать TikTok, Instagram, конечно же, туда буду лить какие-то шорты или что-то такое. И буду делать, конечно же, это не руками, потому что я-то один здесь сижу. Что мне это делать-то? Я, конечно же, делать это буду софтварно, потом покажу свои наработки, а у меня очень интересные наработки. Вот. Я тут клипы делаю, ну, на свои старые песни, а своих старых песен у меня ни много ни мало 300 плюс. 300 плюс. Я даже не берусь их считать, это просто, это кошмар. Я даже не представляю, сколько, что я столько написал. Это ну, какая-то психопатия, я бы сказал. И я думаю, что мне достаточно песен для того, чтобы сделать достаточно клипов. У меня достаточно инструментов, которые разработок, которые я сделал. Поэтому я думаю, что пора их применить. Ну и вообще, я думаю, будет достаточно интересно здесь, потому что буду применять не только свои полностью знания, которые скоплены за жизнь, можно сказать. Не только музыкальные, но и все остальное, что будет плюс-минус пошагово, как будто бы это будет, может быть, даже инструкция для кого-то, может, кому-то поможет. Будет прикольно. Чё? Но и попутно, конечно же, я хотел бы развить свой бренд, в том числе в ТЧ, и развить свою музыку, показать свою музыку. Возможно, где-то мы с вами пообщаемся по поводу софтины, которую я делаю. Но вообще так интересненько, я думаю, проведем время. Ну, без шуток. Я думаю, что интересненько. Так что давайте, в общем, не прощаемся. А что не прощаемся? А что? А я же еще не рассказал, куда я пропал-то. Пропал я... никуда я не пропадал. Вот, работал я просто. Работал очень много и вел другие каналы. И
И что-то, по-моему, фигней занимался вместо того, чтобы музыку писать, я занимался фигней. И теперь я подумал, что хорош заниматься фигней, пора писать музыку. И, собственно, вот, буду теперь музыку писать. Делать клипушники буду делать вообще в кайф. Вот, и пора бы. Как бы пора бы настолько, что потом будет просто поздно, как минимум. Ну, есть один некий лимит, вот, после которого, ну, типа, уже поздно. Вот. И это во многих аспектах жизни проявляется в нашей, вот, когда бывает, что уже поздно. Вот, когда вроде да, а как бы уже нет. И вот пока такой момент не наступил, вот надо бы действовать. Вот, как минимум. Вот. А почему, собственно, света нету? От света нет, все просто. Потому что по дороге, пока я шел, вот с тех вот времен, пока вот последний ролик-то загрузил, вот шел, я пока шел, и, собственно, весь цвет растерял. Вот сейчас теперь его ищу, теперь я монохромен, и теперь бесцветный. И на самом деле это реально будет теперь стиль канала, это будет теперь здесь так всегда. Если вы хотите монотон, двухтон, вот, то это сюда, пожалуйста. Здесь теперь это норма. Клипы тоже, естественно, будут все, которые будут с момента какого-то, они будут, да, монохромные, но будут и цветные клипы. Цветные, скорее всего, будут старые. Вот. Я думаю, что старые клипы я буду на старые темы где-то поднимать и буду делать цветные клипы. А, конечно же, уже весь новый материал он будет уже в монохроме, потому что это уже все. Это уже так. Никуда от этого не денешься. Чем еще мы будем заниматься на этом канале? Наверное, мы будем очень много делать технических всяких штук. Вот, как вы поняли, у нас будет софтварная часть, которая будет делать всякие штуки-дрюки по видео. У нас будет всякие штуки-дрюки по звуку будут делаться. Что у нас? Мы будем заниматься SEO, развитием, мы будем слушать музыку, мы будем ржать, мы будем угорать, мы будем просто жить. Я на самом деле все думал, как будет выглядеть этот канал, и думал все делать строго по нише, там, ну, как-то все обычно делается, то есть узкий коридор, там, бла-бла-бла-бла-бла. Что-то подумал, только не этот канал. Все что угодно, только не этот. Этот будет живой. И я на самом деле к этому видео, вот реально к этому видео готовился 4 дня. Я 4 дня ходил возле камеры. Короче, я здесь вот все поставил, все настроил. Вот этот вот малыша вот этого стримдека взял. Вот даже настроил его, чтобы мне удобненько было переключать вот эти вот камеры. Вот эти камеры, вот эту камеру, вот эту камеру. Вот. И 4 дня вокруг да около ходил, ну, типа морально готовился. Потому что у меня на самом деле вот другие каналы, которые они без лица. И там немножко все проще. Там есть какие-то маленькие вставки, но не маленькие. Не то чтобы... Ну, нет такого, что вся основа идет вот на болтушке в основном. Ну, мы, конечно же, все время здесь болтушки не будем. Это такой интродукшн к возвращению, к возрождению канала, можно сказать. Вот. И это видео мне было очень тяжело записывать. Я все думал, потом думал, что-то GPT сейчас запрошу, какой-то каркас сценария, по которому буду двигаться. Думаю, нет. Все идет это в лесом, действительно, потому что нужно просто настроиться, нужно просто взять микрофон, и просто нужно говорить как есть. И просто быть собой, и по-другому, наверное, никак не получится. Вот я собственно, и вот так и получается, собственно. Так, поэтому как получается, так получается. И я думаю, что, в принципе, весь этот канал будет вот такой, и здесь все будет вот так, и все здесь будет очень жизненно, просто без купюр, без всякого вот этого вот мы сделали очень круто, без всяких вот этих масок круто. Не. Все, у меня хватает этого на работе. Вот. Работа, кстати, у меня тоже интересная. Я про работу тоже и расскажу чуть позже. А работаю я как раз в очень правильной сфере, как раз в той сфере, в которой, ну, прям как будто бы надо работать с тем, что я пытаюсь сейчас здесь делать. В шоу-бизнесе, собственно, я работаю. Вот. Но в инженерии. Вот. И плюс еще там технически руководящие такие определенные такие должности. Ну, короче, там интересно, короче. И
Ну вот о чем я говорю. Да, вот все. Это жизнь. Пусть будет так. И я думаю, что такой канал и нужен, чтобы был такой. Вот. И рассказать мне там достаточно есть ничего, да вплоть до банальной истории, я думаю. Вплоть до истории, которые там происходят. Я уж не говорю о том, что там каждый день происходит. А о том, что там происходит не каждый день, так это вообще просто можно книжки писать. Поэтому я думаю, что на этом канале, да, будет интересно. Я буду делать какие-то шорты, где я, в принципе, играю на гитарке. Кстати, кстати, о гитарке. Кстати, о гитарке. Кейс у меня там, наверное, уже весь в пыли. Насколько давно я не брал. А это тоже интересная история. Я после перелома руки восстанавливался, и в какой-то момент гитара меня спасла. И вот сейчас я возвращаюсь. Вот, потому что из музыки я выпадал из-за перелома руки сильного, вот этой вот левой, на которой на грифе брынкает. И да, можно сказать, учился заново играть. Поэтому было интересно, было сложно. И вот сейчас вот вроде бы как восстановившись, но на самом деле я что-то и вправду редко беру эту гитарку свою. В последнее время, вот, кстати, вот этот софт пилю, все софт пилю, допилился софт до того, что уже сколько я не... Сейчас, вот эту красавицу, ну как ее можно не брать в руки, ну как? Речь, конечно, про нее же речь, конечно, про кого же еще? Вот, и эта красавица просто я почему-то не беру в руки. Вот, я не знаю, почему я в руки не беру, потому что, наверное, балбес. Вот. Но нужно бы исправлять это, и мы это исправим. Определенно точно. И что? Что могу сказать? Если вам любопытно и интересно, подписывайтесь. Здесь реально будет прям, ну, порой что-то прикольное очень. Вот. Иногда не очень, иногда скучно и душно, иногда технически, иногда весело. Будет по-разному. Вот. Если вы готовы к этому, подписывайтесь на канал. Если нет, ну что ж, значит, до новых встреч. Возможно. Также не забываем про то, что есть телеграм-канал, который я сейчас буду заливать всяким материалом. Там, кстати, можно и пообщаться, и по поводу всего. И софта, и звука, и музыки, и всего, ну, вообще всего. То есть мы можем делать там, что хотим. Поэтому подписываемся, конечно же, в шапке канала, и ссылка в описании ролика. И что? Давайте дружить.